Приветствую вас, друзья, в пространстве гармонии, света и интуиции. Сегодня у нас с вами будет расклад на новой колоде, которая ко мне пришла буквально на днях. Witching Hour, оракул, тоже оракул. И вот мне пришло, что на этой колоде нужно посмотреть первую тему, почему он не может вас забыть. Возможно, прошли даже годы, возможно, прошли месяца, но какой-то мужчина до сих пор постоянно возвращается к вам мыслями, и он не может вас забыть. Поэтому давайте сегодня смотреть такую, чем вы его так зацепили, что происходит. Как обычно, загадываете два варианта или выбираете двух мужчин на каждый вариант. Но я уже много раз поговорила, что в моих потоках очень часто проигрываются два варианта для разных этапов жизни или для разных ситуаций. Смотрите, какая классная рубашка, да, у этой колоды. Как раз она говорит о том, что сколько циклов прошло, один цикл, второй, но он продолжает о вас думать. Вот я когда увидела эту колоду, я поняла, что она абсолютно вот идеальна просто для этой темы. Так, давайте смотреть. Тут сейчас я возле дороги, надеюсь, вас шуму не смущает. Вот так вот свет настроим, чтобы было все комфортно. Ну что, единички, настраивайтесь, визуализируйте, представляйте этого мужчину. Хотя я думаю, что я вот вижу единичек, вам даже не нужно его визуализировать. Вы также о нем думаете, и вы также мыслями относитесь к нему. Мне прямо с потока сразу идет. То есть у вас нельзя сказать, что прямо это каждый день, но время от времени, периодически какие-то ситуации возникают, что вы про этого мужчину вспоминаете. Так, интересно. Вышла первая карта Souled. Я эту колоду не знаю, поэтому будем с ней знакомиться вместе. Souled, boundaries, границы. То есть здесь, смотрите, self-love, purity, boundaries. То есть, вы понимаете, вы зацепили этого мужчину больше всего тем, что вы женщина с достоинством. Вот это прям исключительно. То есть вы женщина, которая себя любит. Вы женщина, которая требует к себе определенного отношения. Вы женщина, которая не согласится на какой-то формат отношений, который будет доставлять ей дискомфорт. То есть, и поэтому не может вас забыть. Он даже, я вот смотрю, что вот этот мужчина даже не верит, а такие женщины вообще бывают. Это вообще, это, наверное, что-то вот она, ну, как сказать, это что-то она, наверное, изображала. Это, наверное, не по-настоящему, потому что он сравнивает со своими какими-то другими историями, когда, может быть, женщины доставались ему по легкости, никаких ухаживаний не было. То есть ничего не нужно было, знаете, как-то вот следить за тем, что ты скажешь, как ты себя поведешь. То есть он не может из вас, правда, Solitary Witch, heal yourself first. Вот такая вот карта. Ну, потому что он действительно вас видел такой вот, знаете, самодостаточной, такой ведьмочкой даже. Вот именно он так вас видел, то, что вы настолько такая, знаете, чаровница, что вы настолько такая уникальная женщина, и вы настолько, знаете, внутренне исцеленная. То есть он, может быть, привык видеть женщин, которые там несколько травмированы, которые будут за ним бегать, что-то его уговаривать. Да, но вот... как будто бы вы всегда держали какую-то ценность, достоинство и какую-то даже небольшую границу, понимаете, вот такую вот черту, которую он не мог переступить. И даже если он переступал эту черту, то вы сразу же, как бы вот мне с потока идет, что вы четко давали понять, что нет, с вами так история не пойдет. Так, давайте дальше смотреть, чем вы его зацепили. Мне вот идет, что даже это могут сейчас вот этот расклад смотреть девушки, которые даже в браке. И вы, когда смотрите этот расклад, когда я говорю ваши слова, вы вспоминаете начало ваших отношений или анализируете ваш брак, и вы понимаете, что именно за это ваш супруг ваш ценит. Book of Spells, Learn. Вот такая вот карта. Сегодня отражается так все. Видите, какой солнечный день. Такой вид сегодня красивый. Видите? Book of Spells and Learn. На самом деле, вот это уже вторая причина, почему он... Ой, я не буду закрывать эту карту, мне почему-то захотелось вторую вытащить. Enter your own risk. Мне знаете, почему эта карта, вот она прям... это уже следующая причина. То есть
вы женщина, которая создает свою реальность. Вы женщина, которая, знаете, вот не будет сидеть, ждать от мужчины погоды. То есть он вас никуда-то не позвал, так вы пойдете в другое место. Не знаю, он там, скажем так, мужчина, который не может повести вас по жизни или что-то там, грубо говоря, привнести в вашу жизнь то, о чем вы мечтаете. Вы как бы будете мечтать, вы будете визуализировать, вы будете создавать свою новую реальность. Вот. Enter your own risk. Понимаете? То есть вы женщина, которая не будете сидеть у окна, вот так вот печалиться, ждать. Вы сами создадите себе свою реальность, вы ее пропишете, вы ее привлечете в свою жизнь, понимаете, на свой собственный риск. То есть вы женщина, которая всю жизнь жила по велению сердца. И он, может быть, видел других женщин, которые живут из страхов, в зависимостях от мужчин и так далее. То есть вы этим его даже, вот понимаете, даже не только что зацепили, вы его этим поразили. И самое главное, вот я смотрю, что он как будто бы даже иногда не знает, как с этим обращаться, потому что это заставляет его быть тоже другим человеком. Ой, единички, так интересно. Так, давайте дальше смотреть. Сегодня так это волосы. Я все время переживаю, чтобы микрофон не задевался чем-нибудь, не было шумов. Так, дальше поехали. Единички, чем еще он вас так зацепил? Почему он постоянно мыслями возвращается к вам? Потому что я смотрю, я же говорю, что это у кого-то это даже, понимаете, годами, это могли быть какие-то отношения, которые там 5 или 10 лет назад, но мужчина все равно бывает там вечером или засыпает, или какая-то ситуация, и может вспомнить ваш взгляд, ваш смех, какое-то ваше выражение лица, какое-то ваше слово, и оно у него крутится и крутится и крутится. The spell is cast, let go. Ну вот он не может его отпустить однозначно. То есть я же говорю, что какие-то слова, какие-то ваши эмоции, the spell is cast, то есть оно прям застряло у него. Он не может этого отпустить. У него настолько эти яркие воспоминания, потому что даже вот я смотрю, у кого сколько времени проходит, он не может это ничем заменить. Видите, он только в стагнации находится, он не может это заменить, он не может это забыть. Потому что этот вкус женщины, такой какой-то невероятный, который он никогда не видел, он не может его, знаете, вот как ты попробовал какое-то блюдо, и потом ты ходишь в один ресторан пошел, во второй ресторан пошел, и ты не можешь его ничем заменить. Вот, Familiar Deep Bonds. И он почувствовал действительно с вами вот такую родственность души. То есть, видите, вы разные, абсолютно. Вы какая женщина элегантная, а он такой дикий волк. Поэтому мы встречались другие женщины до этого, понимаете? А тут встретилась очень элегантная, очень достойная женщина, которая требует к себе особенного отношения. Да, видите? То есть у вас еще как бы общие вибрации, общие какие-то такие, вот знаете, вот настроения. То есть у вас были... Почему это было общение, или даже я смотрю, у кого-то были отношения, ну, может быть, отношения были, знаете, у кого-то долгими, у кого-то короткими, у кого-то, знаете, может быть, вы работали в одном месте, как или в офисе, или где-то встречались, ну, в общем, неважно, это отношения были или нет, но я смотрю, что почему было притяжение, почему он чувствует это притяжение, потому что он чувствовал какое-то, знаете, на вибрационном уровне, на духовном уровне, он чувствовал невероятное единство, притяжение, общность взглядов на жизнь, и как будто бы вы вот такая же, как он, внутри. То есть вы внешне разные, вы внешне как бы ведете себя по-разному, но внутри как будто бы у вас одинаковая начинка. Посмотрите, какая хорошая карта. Видите, вот она очень красивая. Эта карта, то есть вот, и, кстати говоря, здесь интересно, что здесь треугольник. Я думаю, что, может быть, у некоторых отношения не получились, потому что были треугольники, или у него была другая женщина, или был женат, или у вас был другой мужчина, или вы были замужем, поэтому не получилось, поэтому не удалось докрутить эти отношения, поэтому они все время возвращаются в мыслях, то есть это какая-то незавершенная история. А может быть, у обоих были партнеры, и оба были в отношениях или не свободные, или какие-то другие обязательства, но то, что эти отношения вас, скажем так, делали, даже, знаете, вот не то, что лучше, но они повышали ваши вибрации, они пробуждали вас к каким-то новым мыслям, возможно, был какой-то катарсис, даже, может быть, какой-то стресс был, какие-то проблемы. То есть я думаю, что вы в жизнь мужчины, вы его перевернули, понимаете? То есть у него разделила жизнь на до и после встречи с вами, однозначно. Даже он это может скрывать. Он может хорохориться, делать вид, что все окей, но внутри он знает, что после встречи с вами
Он бы и хотел жить как раньше, но уже не может. Очень интересно, девочки. Единички. Просто невероятно. Forgotten Ghost Reunion. Понимаете, вот. Забытые призраки воссоединения. Ну, он потому что хочет этого воссоединения. Ему кажется, что лучше он действительно не может найти, и он хотел бы... Вот еще одна карта идет, да. Ну вот, он бы, понимаете, он бы хотел воссоединения, и он даже, может быть, хотел бы попробовать, как сказать, измениться, поднять свою вибрацию, поднять свое мышление, как-то вот найти способ подступиться к вам, чтобы все-таки с вами отношения как-то или построить, или возобновить общение, или как-то хотя бы мелькнуть у вас на горизонте, понимаете, чтобы вы снова заметили его. Но вот я вижу, что проблема в том, что он, может быть, ждет, что вы будете за ним бегать, но видите, но вы не будете за ним бегать. Вы женщина с достоинством, вы готовы вот на равных общаться, понимаете, вот эти deep bonds, такие какие-то основополагающие вещи у вас есть, но вы не будете, ну, как бы делать каких-то шагов, я вот вижу. То есть, если он сделает какие-то шаги, то вы откликнетесь. Flames, transformation, да, ну то есть если мужчина войдет в эту трансформацию, если он даст этому огню себя как бы сгореть и пройти через это, да, вот эти все мысли, которые у него из-за вас, те чувства, которые у него поднимаются, я же говорю, что это отношения могут быть даже, которые были 10-15 лет назад, у кого-то даже 20. И вы сейчас смотрите этот склад, и вы вспоминаете, о боже, был такой мужчина, с которым было такой вот, как бы, знаете, вот такой был контакт, но ничего не получилось. Или как хотелось, чтобы получилось. Я чувствовала с ним это единство, но мы как будто бы и одинаковые, и разные одновременно. Вот я смотрю. А у кого-то это, знаете, такой свежий роман, даже который только начинается, кому-то срезонирует. Я вот вижу, что вы чувствуете, что вы знакомитесь с человеком, как бы притяжение есть, влечение есть, но как будто что-то не складывается. И вот это все, что не складывается, The Hanging Bonds, Seeing the Signs, вот прям то, что я хотела сказать. Если отношения вот эти не складываются, какие-то вот знаки читаете, подсказки, что-то не резонирует, что-то не складывается, какой-то вот на начальном этапе, если вы только с человеком знакомитесь, и вы чувствуете, что, блин, столько всего общего, но вот что-то вот как-то не так, какие-то misunderstandings, какие-то непонимания, какие-то несостыковки, да, работайте с этим. У этого всего есть какие-то глубокие корни. Видите, древо жизни, возможно, даже какие-то родовые программы у вас там есть, из детства какие-то идут вести. То есть это просто seeing the signs, то есть смотрите на эти знаки, которые вам дает Вселенная, чтобы вы могли через это развивать эти отношения, единички. Вот такая вот интересная история получается. Ну, давайте посмотрим для вас совет. Seasons of the Witch — это вообще классный совет. Супер. Honoring Circles. Но вы должны понять, что, понимаете, вот есть все равно течение жизни. Происходит, как происходит. И если даже этот человек, который об вас все время вспоминает, но он не пройдет свою вот эту трансформацию с огнем, как мы видели, если он не сделает какие-то шаги, понимаете, вы, потому что нам пока, я вот смотрю, поэтому вы тоже не можете его забыть, он у вас тоже в мыслях, поэтому вы смотрите этот расклад. Понимаете, это вот у единичек это взаимно. И, может быть, у вас это воспоминание о нем, в светлых чувствах, а у него воспоминания о вас, это трансформация, боль и сожаление какое-то даже, понимаете, даже не сожаление, а вот тревоги, вот такая женщина была и так далее. Поэтому вы должны понять, что времена меняются, год за годом проходят, но вы должны, возможно, пришло вам время эту связь отпустить. Если этот мужчина не проявляется, да, и, возможно, история уже давно как бы вам пора прожить, проработать, и вам понять, почему вас это не отпускает. И почему тогда эти отношения не сложились. Moon, Water, Reset. Да, вот видите, Reset. Вот прям вот, ну просто эти карты прям точно объясняют, что нужно сделать. То есть перезагрузку эмоциональной сферы, разберитесь, исцелите все травмы, все вопросы, которые, да, есть на эту тему. И Reset, перезапустите себя, свою систему. То есть, ну, просто идеально. Идеально для того, чтобы, возможно, впустить в свою жизнь нового мужчину. Если вы, допустим, расстались, и вы постоянно думаете о бывшем или о каком-то мужчине из прошлого, вы думаете, ну, блин, как было классно. И это занимает в вашем сердце какие-то мысли. И если после того, как вы сделаете эту проработку, этот мужчина не проявляется или как бы что-то там как-то так, да, то вы должны тоже понять, что это не просто так. Ну, вот так вот, единички. В общем, поработайте над этим, потому что я вот вижу, что это взаимно, там действительно была искра, но любые отношения, которые не состоялись или не могли состояться, у всего есть своя причина, поэтому не мучайте свое сердце, разберитесь с этим. Вот, возможно, сделаем следующий расклад, да, как отпустить, почему не получается отпустить.
Напишите, кстати, в комментариях, хотели бы такой расклад. Почему не получается отпустить какого-то бывшего? Почему возвращаетесь мыслями постоянно? Так, двоечки. Давайте смотреть двоечек. Сейчас я на вас настроюсь. Ну, тут пришла вот такая вот карта, когда я на вас начала настраиваться. Но это еще карта относится к единичкам. Она и к двоечкам, и к единичкам относится. Эта карта еще к единичкам относится, что вы, это в ваших силах, да, вот эту трансформацию закончить и перейти на новый этап. Двоечки. Все, переключаюсь с единичек, потому что смотрю совершенно тоже другая энергия. Значит, второй вариант, почему мужчина все время мыслями возвращается к вам, почему он не может вас отпустить в своих мыслях, что его так зацепило, почему. Представляйте своего мужчину, загадывайте его. Настройтесь на него. Я настраиваюсь на вас, на вашего мужчину. Ой, прям захотелось сказать ой. Потому что, мне кажется, у двоечек это больше отношения, которые все-таки были. Это не состоявшаяся связь, это больше отношения, которые были. The forest, seeing the bigger picture. Ну, я думаю, что да, это были отношения, которые были, у которых была какая-то глубина, была какая-то история. То есть вы проходили какие-то периоды, какие-то слои. Неважно, это был брак, или это было встречание, или, может быть, просто это у вас был человек во френд-зоне, неважно, но это был какой-то достаточно длительный этап, и вы как бы достаточно глубоко в человека погрузились, он погрузился в вас, то есть вы оставили у обоих след, особенно след оставили вы у него, я смотрю, то есть вы гораздо легче осмотрите, то есть не так, как у единичек, возможно, взаимно, у двоечек. Здесь у мужчины вы оставили, знаете, вот такое идет даже какое-то вот, как будто бы какая-то вот смерть, как руки из себя наложить, ну, условно говоря. То есть человеку настолько эти отношения были важны, настолько глубокие, они для него настолько значили, что он не может это забыть, и ему кажется, что или вот эта женщина, или никакая другая. То есть он настолько, ну, как сказать, очарован был, поражен, и для него это была глубокая любовь. Понимаете, бывают иногда такие у нас отношения, когда, допустим, вы как-то могли встречаться. Это даже, знаете, вот мне напоминает какие-то школьные, иногда студенческие. То есть если это у кого-то был брак, вы себя узнаете, но у кого-то это могли быть какие-то студенческие даже отношения и Secret Trail. То есть как бы для вас это было, может быть, немножко даже по легкости, или как-то вы не так глубоко этого человека восприняли, как он воспринял вас. То есть вы для в его судьбе гораздо больше имели значение, нежели он в вашей. То есть от этого и боли, от этого, знаете, какое-то чувство неразделенной любви. То есть мужчина не может, не смог, он постоянно возвращается мыслями, потому что та глубина чувств, которая у него была к вам, то здесь это совершенно другой вариант, не как единичка. То есть это такая глубина чувств у него была именно к вам. То есть это даже не про то, какой он вас видел, а то, что он испытывал рядом с вами, то, что он испытывал к вам, и то, как он относился к вам. The elements back to basics. То есть он видел в вас столько разных граней, вы для него была настолько, как сказать, многогранная, интересная женщина, которая закрывала все его потребности. И ему как будто бы ничего больше не хотелось. То есть вы для него, ой, такая новая колода, представляете, она даже, я даже поцарапала себе палец, у нее такие острые торцы, видите. То есть для него эти отношения были очень болезненные, очень болезненные. То есть ему это донесло очень много ран, и поскольку вот я смотрю, он не может это проработать, то есть он несет эту влюбленность. Ой, ну видите, какие они острые, очень аккуратно нужно мешать. Так, as above, so below, manifestation. Да, ну вот он, видите, он застрял в такую даже, вот видите, там была стагнация другая, здесь стагнация другая, он в облаках, он мечтает об этом, он думает об этом, то есть он живет как бы этим, понимаете. У него вот если у единичек, то есть там может быть у мужчины какие-то еще другие истории быть, да, у него там какая-то другая параллельная жизнь, он временами возвращается мыслями, то здесь мужчина буквально как бредит, то есть вы его вся жизнь, то есть если вы в браке, то этот мужчина как бы и прекрасно, он вообще, ему ничего не нужно, он просто, понимаете, вот вы его этим зацепили, вы постоянно в его мыслях, день и ночь, понимаете, ему ничего другого не надо, вы закрыли все его потребности. Если это отношения, которые не состоялись и которые были в прошлом,
то поверьте, для мужчины это, знаете, вот как до конца жизни он будет вот это вот бредить вами, мечтать о вас, вспоминать вас, думать, какая вы были прекрасная. То есть он даже не сравнивает вас с другими женщинами, как, допустим, в первом варианте. Он как бы уже, уже понял, что такой другой нету, вот только она, вот все, вот она. Только она. Вот он вас видит такой роковой женщиной, понимаете? Интересно, что тут пишет. Видите, новая колода, я ее с вами изучаю. Я узнаю силу моих слов и использую их для всего самого лучшего, понимаете? То есть вы для него вы для него женщина, которая такая манифестирующая, такая сильная. То есть он в вас нашел все. И образ матери, и образ любовницы, и образ друга. То есть все образы он в вас нашел. То есть если вы в браке, то, понимаете, этот мужчина, который предан вам будет до конца жизни, и ему вообще, даже у него мысли не возникает, что кто-то может стать рядом. Если это отношения, которые не состоялись, интересно опять, если отношения, которые не состоялись, то он будет видеть ваш образ и ставить вас всегда, ну, как бы в сравнение с тем, что может быть. Вот. Как, знаете, какой-то идеал вот он для себя увидел в вас, и поэтому все время мыслями возникает. Хотел бы он отправиться в какой полет и увидеть какую-то новую надежду, то есть если вы не вместе. Вот. Если вы вместе, то для него это, понимаете, это долгий путь, который вы будете проходить вместе, то есть вы этим зацепили его. Вот. Поэтому неважно, в отношениях вы сейчас или нет, или это какой-то мужчина из прошлого, здесь вот у двоечек, мне кажется, это какие-то отношения, которые там 1-2, ну, максимум 5 лет. То есть это какие-то вот такие истории. Достаточно свежие раны или свежие чувства. Вот. Интересно, видите, как перемешалось? Здесь тоже мужчина, для него это пожар, для него это огонь. Представляете, до крови. Он великомученик этой любви, понимаете? Он просто сгорает в этой любви. Когда такое было, чтобы я колодой за сколько лет поцарапала себе палец? Вот до этого, до глубокая такая царапина. Понимаете, новая колода и такие сильные знаки, они говорят о том, что независимо от того, вы сейчас с этим мужчиной рядом или нет, который о вас постоянно думает, если он рядом, ну, как бы прекрасно радуйтесь и цените, вы должны понимать, что этот мужчина просто вами бредит, вы для него идеал. И если этот мужчина из прошлого, вы должны понять, что, ну, прекрасно, что есть такие мужчины, которые могут вас так любить, и он вас так любил. Вот, поэтому вы тоже о нем вспоминаете, потому что то, как он к вам относился, has their eyes on you. Ну да, someone has their... То есть то, как он вами восхищался, то, как он на вас смотрел, то, кем вы для него были, возможно, для вас тоже, вам бы хотелось бы снова эти чувства испытать, но у вас такого сейчас не получается. Но я думаю, что в будущем обязательно будет. Да, take the first step. Обязательно будет. Будет новое начало. То есть, если такого человека у вас сейчас нету, для которого вы просто вообще... Я же говорю, вот он просто вот, как это сказать, как звезда во лбу. Вот почему-то мне идет этот знак, я не знаю, то есть он вот просто вот он только вот вас видит. Вот там вообще ничего не существует. Только вот вы. Вот так вот прям. Понимаете? Фокус только на одно у него. Почему-то мне идет этот знак, я не знаю, может быть, для кого-то это что-то значит, может быть, мужчина делает такой жест. Я не знаю. Напишите в комментариях, если это что-то вам срезонировало. То есть он как зациклен на вас. Вот. Но это такая, знаете, хорошая зацикленность, светлая. Для него она, конечно, для вас она светлая, хорошая, для него она болезненная, может быть, местами. Любовь. Такая безоговорочная преданность. Ну что, давайте совет посмотрим для двоечек. Что вам посоветуют карты с таким мужчиной? Интересно, с чего начинался второй расклад, с чего заканчивается у двоечек, понимаете? Соль. Границы, то есть здесь она совершенно другое имеет значение. Вам совет, что, понимаете, если этот мужчина из прошлого, он до сих пор вами бредит, или, может быть, даже кого-то даже как-то преследует, может быть, в снах, может быть, в жизни, и пытается как-то добиться вашего внимания, может быть, вы уже его не хотите, то как-то, ну, расставляйте границы, любите себя, видите, любите себя, чистота, границы, вот. То есть очистите себя, и этот человек тоже найдет свою пару. Пока вы его держите и думаете, как классно, что у меня был такой человек, да, но если вы в браке, то, понимаете, то, ну, как бы просто цените такого человека, и если вы видите, что он на вас зациклен, то
немножечко тоже давайте такую дистанцию, чтобы человек мог дышать, и не пользуйтесь этим прям так откровенно. Я понимаю, что это вам очень льстит. Я вот вижу двоечки такие. Вам это льстит, вы этим играетесь немножко, но можете некоторые, да, есть такое. Ну да, вы немножечко как бы уходите в позицию, я богиня, я как бы продолжаю мной восхищаться, как бы, а мужчины там страдают, у него сердце, она только она, больше никого. Ну, ты понимаешь, если это сейчас в ваших отношениях, в этом есть, конечно, свои плюсы, но и минусы. Но если это мужчина из какого-то вашего прошлого, и где-то не состоялись отношения, ну, благословите из Богу. Если он вам не нужен, благословите, вы скажите, иди, все, будь счастлив, я там или уже счастлива, или буду счастлива, ну, как бы все, давай. То есть не держите, знаете, не будьте собакой на сене, не держите того человека, который, может быть, кому-то будет нужнее, интересно. О, The Witch Hunter Danger, смотрите, видите? То есть вы на коне отправляетесь вперед. В общем, beware the beach hunter, понимаете? Вот интересно такое. То есть вам нужно понимать, что если этот человек, если вы его не отпускаете, этот мужчина из прошлого, он будет вам возвращаться и тоже не давать вам покоя. Поэтому, если вам такой человек больше не нужен, отпустите его, проработайте это. Поймите, что если ты не можешь ответить человеку взаимностью, то лучше человека отпустить и ну, как бы не держать его мысленно. Вот. Ну и как бы тут понять, мне кажется, там тоже какие-то есть родовые моменты. Подумайте, почему именно такого человека вы привлекли в свою жизнь. Ну что, давайте, как обычно, в конце расклада совет из потока для 2 вариантов на этой новой колоде. Ой, какая хорошая карта. Смотрите. Initiation. Начинали так, с границ, соли, с трансформации, а заканчиваем, смотрите, как классно, инициацией, такие, знаете, внутренние, очень sacred тест. То есть пройдите, знаете, как для себя, вот как я и сказала, пройдите для себя как бы пересмотр, обработку вот всех этих отношений, подумайте, еще вернитесь к ним. Если вы смотрите этот расклад, значит, пришло время. Или если вы в браке, там, допустим, немножко трансформировать ваши отношения, или если это человек из прошлого, то сделать уже какую-то внутреннюю работу. То есть если это было 5-10 лет назад, и вы до сих пор об этом думаете, значит, в этом есть для вас какой-то урок, какой-то тест, какая-то духовная, скажем так, ну, духовная, скажем так, знаете, какая-то миссия, которую вы тогда не завершили. Поэтому, девочки, очень сегодня классный, интересный расклад. Вот. Я желаю вам, чтобы в ваших мыслях, в ваших чувствах была взаимность, и чтобы мужчины, которые о вас думают, они были с вами рядом. Вот. Такой вот сегодня расклад. С вами была Ева, я ясновидящая, целитель, мастер рейки. И я рада вас видеть на своем канале. Пожалуйста, оставляйте комментарии, какой вариант резонировал. Может быть, для кого-то в этот раз оба варианта срезонировали, поэтому обязательно пишите обратную связь. Я благодарна каждому, кто оставляет комментарий, ставит лайк. Пусть вам все вернется в 100 раз большим счастьем и добром. С вами была Ева. Встретимся снова в новых видео. Если у вас есть предложения для новых тем, оставляйте внизу.